Всем дня доброго, солнечного. Сегодняшнее мое видео, мой рассказ, не как обычно об Эстонии, которую я снимаю все свои видео, а немножко о очень далекой-далекой стране. Об острове Маврикий. Мой рассказ будет большим и информативным. И, надеюсь, будет полезен для тех, кто увидит это видео. Вы получите полную информацию практически о всех пляжах Маврикии, в том числе о скрытом пляже, о котором вы не найдете информации в интернете. Вы получите представление о местном транспорте и способах передвижения. Я расскажу о том, где, что и как продают, о некоторых нюансах этой стороны Маврикии. О местной кухне, деликатесах и о том, что привезти с собой домой. Вы побываете там, где не часто бывают туристы. Узнаете, что не стоит делать и чего следует опасаться. Увидите самые крупные города Маврикия с их особенностями. Посетите достопримечательности этого острова. Я также расскажу об аренде автомобиля, левостороннем движении и особенностях вождения на Маврикии. Вы узнаете, как и где вернуть налог с покупки. Побывайте на местной свадьбе, получите полезные советы и многое-многое другое, что, надеюсь, будет полезным для вас. Начну я свой рассказ с аэропорта. Место, где начинается и заканчивается Маврикий для большинства туристов. Прибыв на остров, вы проходите паспортный контроль, предъявив заранее заполненную travel форму. Затем санитарный контроль. В моем случае он был формальным. И далее спускаетесь на этаж ниже для получения багажа. После, выйдя в зал, вы увидите около 6 пунктов обмена валюты, активно зазывающих вас к себе. Курс везде примерно одинаковый. Ну а далее уже транспортом к месту проживания. В моем случае был трансфер от той самой фирмы, где я позже арендовал машину. Ну и сразу про отлет. Все как обычно во многих аэропортах. Аэропорт небольшой, каких-либо больших очередей я не наблюдал. Security контроль меня даже немножко удивил своей простотой и краткостью. Иностранные туристы имеют право на возврат НДС налога при вылете с Маврикия. Для этого вам необходимо совершить покупки в магазине, отмеченным знаком Tax Refund, на сумму не менее 2300 рупий и оформить чек Tax Free. Для оформления чека вам понадобится паспорт и билет. Чтобы вернуть деньги, вам необходимо перед регистрацией на рейс подойти к стойке таможни MRA Customs Counter и предъявить чеки Tax Free и при необходимости сами покупки. Стойка расположена в зале Б международных вылетов. После прохождения паспортного контроля и контроля безопасности подойдите к окошку MCCI Tax Refund и получите после нескольких формальностей свои деньги. В этом же окошке вы также получите свои покупки, сделанные в магазинах Tax Free на территории острова. О самих магазинах я расскажу немножко позже. Свой отдых я решил начать в северной части острова, где арендовал апартаменты Dodo Square Residence, которые находятся в самом центре Grand Bay, самой густонаселенной части острова. Что было довольно символично, поскольку птица Додо является символом Маврикия, но, к сожалению, она давно исчезла. Grand Bay стал первым районом острова, который ощутил туристический бум. Из скромной рыбацкой деревушки он превратился в главный туристический центр Маврикия, предлагая множество магазинов, ресторанов, ночных клубов и развлечений.
А деревушки лишь напоминают скромный рыбный рынок прямо в самом центре пляжа Грэнд-Бэй. Если решите прикупить рыбки, то вначале присмотритесь, сколько за нее платят местные жители, а уж потом смело торгуйтесь. В моем случае первоначальная цена была завышена в 3 с лишним раза. Отсюда отправляются популярные экскурсии к Северным островам. И ездит экспресс-автобус в столицу острова Порт-Луи. Обо всем этом я расскажу немножко позже. Здесь также находятся 2 крупных торговых центра – Супер У Грэнд-Бэй и Ля Круизет. Надеюсь, я правильно произнес. Покупая продукты для себя, учтите, что в выходные дни в продуктовых отделах супермаркета очень много местного населения и очереди бывают внушительными. Если вы захотите прикупить экзотических фруктов, это можно сделать у уличного торговца. Там и выбор побольше, и цены поменьше, чем в супермаркете. Да и советы полезные он вам даст. А торгует он рядом с торговым центром Супер У. И если решите посетить ресторан, от себя посоветую греческий ресторан «Троянский конь». Еще учтите, что припарковать автомобиль у пляжа в дневное время будет весьма проблематично. Грэнд-Бэй – излюбленное место отдыха местных жителей, особенно по выходным дням. Пляж Грэнд-Бэй не особо пригоден для купания, поскольку это самая густонаселенная стоянка катеров и яхт Маврикии. Но в округе есть пляжи, которые придутся вам по душе. Вот о них и мой следующий рассказ. Пожалуй, один из самых лучших пляжей. Он небольшой, но очень уютный. Это, если я правильно произнесу, Ля Кювет. Находится он буквально в 500-700 метров от другого пляжа, пляжа Грэнд-Бэй. Но на Грэнд-Бэй, как я показывал, особо не покупаясь, а там в основном одни лодки. Этот же пляж довольно тихий, спокойный. Правда, сегодня у нас суббота, и здесь немножко добавилось местного народа. Очень уютный, теплый. Теплый, в общем, здесь все теплое. В общем, пляж хороший. Место, которое стоит посетить, и здесь очень хорошо отдыхать. Несмотря на то, что здесь довольно мало места. Здесь рядышком, вот прямо передо мной, я сейчас поверну камеру. В этой стороне находится Грэнд-Бэй, и здесь внизу буквально есть 2 мини пляжа. Если вам видно, я покажу. Здесь можно, если занять место, то неплохо уединиться вдвоем, втроем, вчетвером. То есть довольно такое хорошее приватное место. Но по выходным, опять же, здесь очень много местных. В общем, Ля Кювет — это, на мой взгляд, пляж, который тянет на полноценные 4,5 балла. Вот так. До недавнего времени указатели к пляжу Ля Кювет с главной дороги были практически незаметны. Считается, что именно поэтому он долгое время оставался своего рода секретным местом, известным в основном только местным жителям. Только недавно правительство Маврикии установило больше указателей, чтобы облегчить туристам доступ к этому прекрасному пляжу. Несмотря на кристально чистую воду, в некоторых кажущихся безопасных для купания местах скрываются каменные участки, где полно морских ежей. Поэтому настоятельно рекомендую вам использовать обувь для плавания. Пляж оборудован всем необходимым. Есть душ с пресной водой, кабинки для переодевания и, конечно же, туалеты. Рядом находятся небольшие местные закусочные, где можно недорого попробовать настоящие маврикийские блюда и напитки. Также есть довольно вместительная парковка, где вы спокойно можете оставить свою машину. Благодаря своему расположению Ля Кювет считается местом для наблюдения за закатами. Они здесь очень красивые. Местные жители часто приходят сюда вечером, чтобы насладиться этим зрелищем.
Ля Кювет довольно компактный, его часто называют карманным пляжем из-за его небольшого размера и уютной бухты. Следующий мой рассказ о пляже Перейбере, который находится севернее, и к нему вполне можно добраться пешком из Грэнд-Бэй. Это около 2,5 километров. Это небольшой пляж, который находится в жилой зоне, и рядом есть магазины, кафе, рестораны и киоски с едой. Спокойная и чистая вода лагуны идеально безопасна для купания даже самых маленьких. Еще один плюс – на берегу вы почти не встретите обломков кораллов. Можно спокойно ходить босиком и наслаждаться мягким песком. Из-за того, что здесь часто отдыхает много европейских пенсионеров, местные жители иногда шутливо называют его самым пенсионным пляжем страны. Как и положено хорошему пляжу, Перейбер ежедневно убирают и следят за его чистотой. Для безопасности купальщиков зона плавания обозначена быками, а глубина нарастает довольно плавно. Это еще один плюс для тех, кто не очень уверенно чувствует себя в воде. Как и многие пляжи острова, он находится в окружении казуариновых деревьев и пальм. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Удобные раздевалки, чтобы переодеться, душевые, чтобы смыть морскую соль, и туалеты. Через Перейбере проходит дорога, где есть места для парковки, но на нем бывает сложно найти свободное место. Особенно в выходные, когда сюда приезжают много местных жителей, которые создают особый колорит. Самая фотографируемая церковь на Маврикии – часовня с красной крышей. Нотр-Дам-Оксильятрис. Нотр-Дам-Оксильятрис – католическая церковь, известная своей яркой красной крышей и живописным расположением на побережье. Церковь расположена в деревне Кап-Малеро с видом на океан и острова. Приходские книги, сохранившиеся с 19 века, рассказывают о простой рыбацкой деревушке, которая постепенно превратилась в важный центр религиозной и общественной жизни на севере острова. Нынешняя церковь была построена в 1928 году и заменила более скромное здание. Ее строительство было необходимо двояко. Во-первых, обеспечить место поклонения для растущего рыбацкого сообщества и служить визуальным ориентиром для судов, идущих по опасному проходу. Название Кап-Малеро, мыс несчастья в переводе, происходит от многочисленных кораблекрушений, произошедших здесь. Французские морские регистры XVIII века свидетельствуют о многочисленных морских трагедиях на этом опасном пути между островом Маврикием и островом Плат. Один из главных архитектурных элементов бросается особо в глаза – это ярко-красная крыша. Переписка между архитекторами и церковными властями того времени указывает на то, что этот выбор был частью стратегии морской безопасности. Цвет должен был служить ориентиром для рыбаков и кораблей, функцию, которую церковь продолжает выполнять и сегодня. Церковь обращена к острову Куэн-де-Мир не случайно. Расположение намеренно ориентировано на север. Отсюда открывается потрясающий вид на этот исторически опасный морской проход. И эта ориентация напоминает о двойном предназначении здания как месту поклонения и маяку для моряков. Церковь остается действующей, и здесь регулярно проводят католические службы. Сегодня она является одним из самых фотографируемых символов острова Маврикия. Но помимо своей туристической привлекательности, она остается свидетелем морской и религиозной истории острова. И, как я и обещал, о скрытом пляже. На картах Google он не обозначен никак, но это довольно хороший пляж, скрытый от посторонних глаз. Здесь чистейшая вода и замечательный вид на острова. Попасть на него довольно просто, стоит лишь немножко промочить ноги, а во время прилива возможно и не только их.
Пройти нужно от церкви вдоль частных домов, у края каменного возвышения, окаймляющего частную территорию. Как обстоит дело с другой стороны, я не знаю, поскольку там кругом частные владения. И визуально, как с дрона и на месте, я не видел никакого прохода к пляжу. Сам пляж около 100 метров длиной и небольшой свободной территории вглубь острова. В общем, пользуйтесь на здоровье. Уверен, вам пляж понравится. У пирса, расположенного рядом с церковью, вы можете увидеть, как ловко разделывают свежевыловленную рыбу и торгует различными дарами океана. А прямо напротив той же церкви можно покушать и испробовать колоритные местные блюда. Мне понравилось, и даже очень. Следующая моя остановка на севере острова – пляж Анс-Ля-Ре. Пляж Анс-Ля-Ре, на мой взгляд, для купания не очень подходит. Здесь в основном доминируют виндсерфингисты и кайтсерферы, за которыми порой интересно понаблюдать. Залив красив и полон ветра, за что его и любят любители вышесказанных видов спорта. Цвет воды здесь очень-очень бирюзовый. Припарковаться можно у самой кромки воды, и места для парковки много. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать об этом месте. Далее, проехав менее 5 километров на юго-восток, я попал на пляж Бьют-а-Лебр. Здесь спокойная и уединенная атмосфера по сравнению с другими более популярными пляжами. Бьют-а-Лебр, если я правильно выразился, находится на самом севере Маврикии. Здесь очень сильный ветер, но и есть один большой недостаток. Здесь довольно мутная вода. А так пляж сам по себе уединенный, тихий. Рядом находится еще один небольшой пляж, но там ветер еще сильнее, то есть по поводу покупаться не могу ничего сказать, потому что не решили покупаться. Благодаря этой атмосфере и большому пространству, Бьют-а-Лебр является неплохим местом для пикников, барбекю или кемпинга. Рекомендую брать с собой еду и напитки, так как поблизости нет ни магазинов, ни пляжных ларьков. Тем не менее, здесь есть общественные туалеты и душевые. В Бьют-а-Лебр вы можете встретить следы старого Барашуа в виде сохранившихся каменных стен, огораживающих часть лагуны. Барашуа на Маврикии – это прибрежные лагуны с солоноватой водой, которые были искусственно созданы путем огораживания части лагуны каменными стенами. Изначально Барашуа строились в период французского правления. Эти участки позволяли контролировать водную среду и выращивать рыбу. Со временем многие Барашуа пришли в запустение. Это было связано с различными факторами, включая трудности в управлении, изменение гидрологии прибрежных зон и так далее. Поедем дальше. Поскольку я находился в тех краях, где находится памятник истории любви Поля и Вирджинии, о которой я узнал в музее голубого пения, о нем я расскажу позже, я решил проехать еще и посетить это место. По пути, сделав небольшую незапланированную остановку, я увидел довольно красивое место. Как оказалось, эта красота принадлежит отелю с одноименным названием «Веранда Поля и Вирджинии». Проехав чуть более 20 минут, я оказался на небольшой парковке, слева между прибрежным парком и монументом, которые находятся в пару шагах посередине небольшого мыса. Памятник посвящен Полю и Вирджинии, бессмертная история любви и трагедии, взятая из знаменитого романа Бернардена де Сен-Пьера. Этот знаковый монумент глубоко укоренился в культурном наследии Маврикия, став символом как романтической любви, так и печальной утраты. Воздвигнут он в 1944 году в память об этой печальной истории и напоминает о трагической гибели влюбленных и о кораблекрушении парусника Сен-Жеран
который послужил писателю вдохновением для рокового финала его романа. Рядом с памятником находится указатель места, где погиб парусник. Хотя Поль и Вирджиния – это вымышленные персонажи, их история глубоко укоренилась в маврикийской культуре, и для многих это часть фольклора острова. Исследовав северное побережье Маврикия от Грен-Бэй, я решил отправиться на пляж, расположенный западнее. Это пляж Моншуази. Пешком идти далековато, поэтому я выбрал местный автобус, как и в прошлом видео. Это неплохой вариант. Хочу сразу дать совет. Не пытайтесь разобраться в номерах и маршрутах автобусов. Просто встаньте на остановке в направлении нужной дороги, и когда подъедет автобус, громко произнесите название пляжа, к которому вы хотите доехать. Кондуктор, который обычно сидит у передней двери с открытым окном, жестом покажет, тот ли это автобус, и подскажет, садиться вам или нет. Сам пляж вы точно не пропустите. Его легко узнать по широкой полосе казуариновых деревьев вдоль берега. Моншуази по праву считается самым длинным пляжем на острове. В отличие от многих других мест на Маврикии, здесь особенно густая растительность. Благодаря этому на пляже много тени от деревьев, что делает его очень популярным среди местных жителей. Здесь преобладают казуарины, но встречаются другие тропические деревья. Заход в воду очень удобный, нет кораллов, а песок чистый, и глубина нарастает довольно плавно. Водорослей я не заметил. И, конечно же, здесь есть все необходимое. Души с пресной водой, раздевалки и туалеты. Вдоль всего пляжа в тени деревьев тянется красивый променад, где приятно прогуляться. Мне, увы, не совсем повезло с погодой, и меня застал дождь. Прямо на пляже есть небольшие кафе-ларьки с навесами, столами и стульями. Так вот, если вас внезапно настигнет ливень и негде будет укрыться, вы, скорее всего, побежите именно туда. А там вас уже будут ждать. Как только вы окажетесь под навесом, вас буквально усадят за столик и предложат меню, чтобы вы что-нибудь купили. Ну, в общем-то, ничего страшного в этом нету. Скорее, даже забавно. С парковкой здесь проблем нет. Места предостаточно. Правда, после дождя это может выглядеть вот так. В общем, это пляж, который заметно отличается от многих других, и я настоятельно рекомендую вам его посетить. Следующим пунктом моего путешествия стал пляж Труа-Биш. Он также находится в северной части острова. Южнее уже знакомого вам Моншуази. Привлек он меня одной особенностью. Здесь есть отличная возможность поплавать с морскими черепахами. Добрался я сюда из Грен-Бэй уже привычным мне способом, на местном автобусе. Выйдя на остановке и немножко пройдя, я оказался в небольшом уютном парке прямо у пляжа. Кстати, название Труа-Биш переводится с французского как «оленья яма». И есть интересная версия, что когда-то здесь было углубление, куда приходили на водопой олени, а завезли этих оленей на Маврикий французы. Началось все с этого места. В тени парка расположилась сувенирная лавка и несколько кафе, где можно перекусить. Конечно же, здесь есть и необходимые удобства – душевые, раздевалки и туалеты. Слева вы увидите Boathouse – центр водных развлечений, где можно арендовать оборудование или заказать, например, ту самую поездку к черепахам. Я же решил воспользоваться другим вариантом и забронировал лодку через одно из пляжных кафе по совету хороших людей. Сам пляж усыпан местами кораллами, так что будьте внимательны под ногами.
И вот, всего в нескольких сотнях метров от берега пляжа Труа-Биш обитают морские черепахи. Их специально подкармливают мелкой рыбой для привлечения туристов. Некоторые советуют добираться до них самостоятельно, чтобы сэкономить, но я бы не рекомендовал этого по нескольким причинам. Во-первых, это не так уж близко. Во-вторых, в этом районе постоянно курсируют катера, что может быть опасно, особенно для пловцов. И в-третьих, черепахи постоянно перемещаются. И если скатер вам постоянно подсказывает их местоположение и следует за ними, то, пытаясь найти их самостоятельно в маске и ластах, ваши шансы увидеть их значительно уменьшаются. Это удовольствие заняло около часа. Дорога туда, плавание с черепахами, небольшая прогулка вдоль пляжа и обратно. 1500 рупий. Но это вполне стоило своих денег. Впечатления остались потрясающие. Ну и как же без столицы? В столицу Маврикия, Порт-Луи, я добирался общественным транспортом. Благо из Грин-Бэй ездит прямой автобус-экспресс. Хотя экспрессом его все же не назовешь, поскольку он делал несколько остановок в пути. Ехать примерно около часа, и будьте готовы тому, что в час пик не будет свободных сидячих мест. Так что приходите пораньше к отправлению автобуса, когда будете ехать из Порт-Луи обратно. О расписании движения я не могу ничего сказать, но в Грин-Бэй автобус практически всегда стоит на остановке в ожидании пассажиров. Такая же картина была и на автовокзале Порт-Луи. Прибыл на автовокзал, первое, что я решил посетить, это набережную с торговым центром, улицей Зонтиков и улицей Ремесленников. Хотя последняя по факту это лишь часть торгового центра, где продают различные сувениры. И, конечно же, музей голубого пения. К Порт-Луи как нельзя лучше подходит фраза из известного фильма «Город контрастов», и это действительно безо всяких преувеличений. Пройдя пару сот метров и спустившись в подземный переход, который словно разделяет две совершенно разные части города, с одной стороны красивая набережная с современными постройками, магазинами, кафе и променадом, а с другой совершенно иная картина. Я вышел на променад. Полюбовавшись старой мельницей и якорем, я направился в сторону торгового центра, любуясь по сторонам. Меня встречает одна из ярких достопримечательностей города. Это, без сомнения, улица Зонтиков. Целый каскад разноцветных зонтов выглядит очень здорово и поднимает настроение. Здесь всегда какая-то особая праздничная атмосфера. Вокруг улицы Зонтиков расположен торговый центр с множеством магазинов, кафе и офисных зданий. Здесь также находится улица Ремесленников. Многих вводит в заблуждение название улица Ремесленников. Это лишь часть торгового центра, где продают и делают различные сувениры. А некоторых ремесленников вы можете встретить прямо на улице. Один из магазинов Tax Free, о которых я говорил ранее, также находится здесь. Его вы можете заметить по витрине с большим количеством птичек Додо, наполненных ромом. А в конце улицы на набережной Кадан вас ждет тот самый музей, где находится одна из самых редких и ценных филателистических раритетов в мире. 2 миллиона за марки. Музей голубого пения. Музей был основан коммерческим банком Маврикия. Первая колониальная марка была выпущена на Маврикии в 1847 году. Это марка «Голубой пенни» или «Голубой Маврикий». Сегодня она считается одной из самых дорогих в мире. Она вместе со своей сестрой, маркой «Розовый Маврикий», является главным сокровищем музея.
Музей состоит из нескольких комнат, посвященных разной тематике: эпохи открытий, колониальной истории острова. Один из залов – это своего рода машина, рассказывающая о прошлом и нынешнем города и острова. Есть также романтический зал, посвященный любви Поля и Вирджинии. И, конечно же, затемненное место, где вы можете увидеть одну из самых дорогих марок в мире. Здесь также есть сувенирный магазин. Лично мне больше всего понравилась футболка и большое полотенце с той самой знаменитой маркой. Именно их я и купил себе на память. Фотографировать, снимать видео там запрещено, а подсветка марок включается лишь на 10 минут один раз в час. Сделано это для того, чтобы защитить эти филателистические драгоценности от разрушающего воздействия света. Марки были приобретены в 1993 году на аукционе за $2 миллиона консорциумом баварийских банковых предприятий и возвращены на остров спустя почти 150 лет. Полюбовавшись драгоценными марками, я отправился на центральный рынок. Рынок один из старейших на острове. Его история начинается с 1839 года. Представляете, сколько поколений торговцев и покупателей прошло через эти прилавки? Не за горами, когда минет 2 столетия с его появления. Он видел, как менялись времена, как рос и развивался Порт-Луи. А еще здесь существует необычная традиция. Право торговать на рынке разыгрывается в лотерее. Здесь вы найдете все тропические сокровища Маврикия. Очень много разнообразной зелени. Есть знакомые нам огурцы и помидоры. Последние, на мой взгляд, на Маврикии не очень. А вот огурцы довольно хороши. Ну и как же без специй? Я заглянул в одну из лавок. И тут меня ждал сюрприз. С меня затребовали более 300 с лишним евро. Как оказалось, столько стоят несколько пакетиков недорогих специй. Всегда внимательно уточняйте цену перед покупкой, особенно если берете развесные специи. Иногда цена за 100 грамм может чудным образом оказаться ценой за 1 грамм. Рядом находится рыбный рынок. По сути, это часть центрального рынка. К сожалению, я попал туда уже к закрытию. Но общее представление об этом месте получил. Колоритно и немного мрачновато. В общем, рыбу я бы предпочел покупать в супермаркете. Но прогуляться здесь вполне интересно. Центральный рынок очень колоритный и очень интересный. Однозначно стоит его посетить и совершить там покупки. Одно из самых популярных развлечений северной части острова – это поездка на катамаранах к северным островам. И поверьте, она того стоит. Длится она около 7 часов, и все это время вам будет не скучно. Отправляются катамараны из Грэнд-Бэй с причала у торгового центра Сансет. Чтобы не вводить вас в заблуждение, торговый центр – это некое сборище небольших магазинчиков и кафе вдоль живописной набережной. Катамаранов здесь множество. Мой, например, назывался «Калипсо». Как только судно покидает гавань Грэнд-Бэй, начинается настоящее веселье. Музыка, коктейли, в том числе алкогольная, и море улыбок вокруг. Атмосфера становится праздничной. Примерно через час пути мимо живописного острова Куэн-де-Мир катамараны один за другим становятся на якорь между двумя островами – Флет и Габриэль, в уютной бухте, защищенной коралловым рифом с северной стороны. С этого момента вас пересаживают в небольшие лодки и отвозят на песчаную косу острова Габриэль, где вы можете вдоволь насладиться лазурной водой, пляжем и атмосферой дикого рая.
А в это время на борту для вас готовят обед, сочное барбекю, которое позже подают с гарнирами и прохладительными напитками. Сам остров — это природный заповедник, он необитаем, с диким побережьем и удивительной фауной. Здесь живут десятки белохвостых и краснохвостых фаэтонов, птиц с необычно длинными центральными рулевыми перьями. Есть два интересных факта об острове. Не так давно он был еще частным, и здесь запрещено оставаться на ночь. На обратном пути команда «Катамаран» устраивает настоящий мини-праздник с танцами, закусками и отличным настроением. Это не просто поездка, это одно из самых ярких развлечений на Маврикии, которое надолго останется у вас в памяти. А мне он запомнился тем, что я встретил там свой очередной день рождения. Первую неделю на Маврикии я был пешеходом, а сегодня наконец получил арендованную машину и резко повысил свою мобильность. О транспорте, аренде авто и левостороннем движении я расскажу отдельно. Я отправился в знаменитый ботанический сад Памплеймус и заодно в находящийся совсем рядом музей сахара. Это были последние два пункта моего маршрута по северной части Маврикии. Начитавшись в интернете отзывов вроде «там делать нечего, все уныло» и так далее, я все равно решил поехать. И оказался прав. Ботанический сад Памплеймус. Может, я не так выразился. Место довольно интересное. И есть что посмотреть. Это прекрасное место, где можно спокойно погулять, увидеть массу диковинных растений и получить настоящее удовольствие. В саду собраны сотни экзотических видов со всего света. Например, колбасное дерево, чьи плоды похожи на гигантские сардельки. Или панданус, странствующее дерево с его воздушными корнями, некоторые из которых даже не касаются земли, создавая эффект шагающего растения. Здесь также растут редкие пальмы из Азии, Африки, Карибов и Океании. А настоящие звезды сада — это баобаб. А вот одно из самых известных деревьев, которое можно встретить в этом ботаническом саду, это баобаб. Вот так он выглядит. И гигантские кувшинки Виктория Амазонская. Их листья достигают 2 метров в диаметре и могут выдержать вес небольшого животного или даже ребенка. А еще здесь живут альдабрские гигантские черепахи. Можно увидеть прекрасно сохранившееся колониальное поместье. И немного интересных фактов. Сад назван в честь сэра Сивусагура Рамгулама, первого премьер-министра и отца маврикийской нации. Здесь, в саду, он был кремирован, а его прах по индуистской традиции развеян над рекой Ганг в Индии. Название Памплеус переводится с французского как «грейпфрукт», но сад назван не в честь фрукта, а в честь округа. А вот сам округ получил свое название именно из-за грейпфруктовых деревьев, которые росли здесь когда-то 300 лет назад. Не верьте тем снобам, которые говорят о том, что здесь нечего делать. Довольно интересное место, которое обязательно стоит посетить. Сахарное приключение. Именно так переводится название музея сахара Маврикия, куда я и отправился. Эта бывшая фабрика по переработке сахарного тростника была превращена в музей, посвященный истории Маврикия и его ключевым отраслям – сахару и производству рома. Здесь вы найдете все об истории острова до технологий производства сахара и рома. Огромные машины, старинные устройства, визуальные экспозиции, которых здесь довольно много и, на мой взгляд, они интересные.
Экспозиция охватывает почти 300 лет истории, от колонизации и рабства до современного производства и торговли ромом. Я воспользовался аудиогидом, установив на свой телефон приложение. Пройдя весь маршрут, вы буквально проследуете путь сахара, от плантации сахарного тростника до сахарницы на столе вашего дома. Экспозиция организована хронологически, с номерами, чтобы не запутаться. Информации действительно много, но подана она легко и интересно. А в конце экскурсии вас ждет сувенирный магазин и, конечно же, дегустация. Можно попробовать различные виды сахара, некоторые из них весьма необычные. А чуть дальше, где больше всего народу, самая популярная зона – дегустация рома. К сожалению, я был за рулем и не мог себе этого позволить. Кстати, о роме на Маврикии будет отдельный мой рассказ, но немножко позже, в следующих видео. На выходе вас ждет ресторан, который назван в честь мельницы для измельчения тростника, но там может быть очередь. Если не хотите ждать, проще вернуться к торговому центру, который находится совсем рядом. На этом я заканчиваю первую часть видео, посвященную северу Маврикии. В следующем видео я расскажу все о южной части острова, которая не менее яркая и захватывающая. Также хочу поблагодарить Максима за предоставленную информацию, которая очень помогла в путешествии в этом. У него есть свой замечательный канал на YouTube, который вы можете вот здесь по ссылочке вверху увидеть. А всем вам я желаю позитивных путешествий и новых интересных открытий.